Кваджалейн – призрак Маршалловых островов. Огромный атолл в центре Маршалловых островов, один из самых больших в мире. Сегодня здесь военные базы, радары, закрытые зоны и редкие дайверы, которым разрешено погружаться. Тогда это был японский укрепленный узел, жестко защищенный, изолированный, подготовленный к последнему бою. Начало 1944 года. Японская империя все еще держит огромные территории, но ее оборона начинает трещать. После Гуадалканала и Кровавой Таравы американское командование делает вывод: лобовые штурмы стоят слишком дорого. Нужна новая стратегия. Она получает название Island Hopping. Выбор ключевых точек, удар, полное подавление противника. Кваджалейн оказывается в этом списке не случайно. Это крупнейшая лагуна Маршалловых островов, природная крепость. Внутри десятки островков. Снаружи коралловое кольцо, которое усложняет подход. Японцы превращают атолл в узел обороны. Гарнизон около 8000 человек. Артиллерийские позиции, бетонные укрепления, складские зоны. Но есть критическая ошибка. Они готовятся к классической осаде. Корабли на горизонте, медленный обстрел, попытка высадки. Они не знают, что против них уже работает другая логика войны. 31 января 1944 года. Горизонт начинает темнеть. Американские линкоры, крейсеры, эсминцы занимают позиции. Дистанция рассчитана заранее. Команды получают координаты. И начинается обстрел. Первый залп пристрелочный. Второй уже точный, третий разрушительный. Огромные снаряды падают на острова с интервалом в секунды. Песок взлетает столбами. Бетон трескается. Связь между японскими позициями рушится почти сразу. Это не бой, это демонтаж обороны. В течение нескольких часов огонь не прекращается. Корабли работают по секторам. Методично. Сначала подавляются внешние точки, затем внутренние. Любая попытка ответного огня быстро гасится, но ключевой удар идет не только с моря. Авиация подключается волнами. Бомбардировщики заходят с разных направлений. Высота меняется. Тактика – перегрузить оборону. Склад боеприпасов взрывается. Огонь переходит на соседние позиции. Техника уничтожается прямо на местах. И в этот момент лагуна превращается в ловушку. Внутри нее находятся японские корабли, транспортные суда, вспомогательные единицы, небольшие военные корабли. Они стоят на якоре, маневр ограничен, выходы перекрыты. Американские самолеты заходят низко. Торпеды уходят под воду. Первая попадает в борт транспортника. Взрыв под линией воды. Корабль кренится почти сразу. Вторая – в соседнее судно. Третья – мимо. Но четвертая точно в цель. На палубах начинается хаос. Команды пытаются запустить двигатели. Кто-то режет якорные цепи, но времени нет. Один из кораблей успевает сдвинуться. Несколько метров, потом удар. Сильный, глухой, корпус разрывает. Вода входит внутрь с такой скоростью, что у людей почти нет шанса выбраться. По американским отчетам, лагуна была очищена за считанные часы. Но за этим словом десятки затонувших судов и тысячи погибших. Обстрел продолжается несколько дней. К моменту высадки большая часть обороны уничтожена. 1 февраля. Американские морпехи идут на берег. Они ожидают жесткое сопротивление. После Таравы это логично. Но реальность другая. Острова почти молчат. Редкие выстрелы, разрозненные группы. Японская оборона фактически перестала существовать еще до начала штурма. Из примерно 8000 человек гарнизона в живых остаются единицы. Большинство погибает во время бомбардировки, оставшиеся в последние дни боя. Кваджалейн берут быстро. Слишком быстро для такой цели. И это становится поворотным моментом всей кампании. Теперь стратегия ясна. Сначала уничтожение с дистанции, потом короткий штурм, минимизация потерь, максимум давления. Но то, что остается после такой стратегии, не исчезает.
Представьте февраль 1944-го. Американцы уже выучили кровавый урок Тарова. Они не повторят тех же ошибок. Месяцами солдаты тренировались на Гавайях в специальных джунглевых школах. Зачистка бункеров гранатами и огнеметами доводилась до полного автоматизма. А потом в океан вышла самая большая амфибийная армада того времени – почти 300 кораблей и более 50 тысяч человек. Обстрел длился дни. Только один линкор «Теннесси» выпустил по атоллу 36 тысяч снарядов. Подводные команды рисковали жизнью, разминируя рифы прямо перед высадкой. Американцы шли на Кваджалейн подготовленными, холодными и беспощадными. Японцы же встретили этот удар в состоянии трагической слепоты. Командующий гарнизоном контр-адмирал Монзо Акияма, который находился на Кваджалейне еще с 1941 года, погиб за несколько дней до высадки. Прямое попадание морского снаряда в его командный бункер. Гарнизон остался без головы. Вся их оборона была выстроена только с океанской стороны. Японцы до последнего не верили, что американцы смогут высадиться со стороны лагуны. Они еще не перестроились после Тарава. Большинство защитников вообще не были пехотинцами. Авиаторы, механики и около 1200 корейских рабочих, которых заставили рыть окопы в набедренных повязках. Токио уже давно списало Маршалловы острова как внешнее кольцо, которым можно пожертвовать. Приказ был прост и жесток. Умрите здесь, чтобы выиграть время для главной битвы у самой Японии. И они умирали. После многочасового обстрела солдаты выползали из бункеров, оглушенные как зомби, и шли в безумную штыковую с криками. На Рой-на-Мур случился знаменитый банзай-штурм 2 февраля. Японцы с мечами и штыками бросались в темноту. Один из последних защитников кричал морпехам: «Come and get us, you fucking marines!» Корейские рабочие воевали наравне со всеми, хотя даже свои их презирали. Из почти 8 тысяч защитников атолла в живых осталось всего около 260. Когда пыль осела, американцы сделали то, что было проще и дешевле, чем везти домой. Они затопили в лагуне более 150 исправных боевых самолетов – Dauntless, Corsair, Avenger, Helldiver и другие. Крыло к крылу на песчаном дне, они до сих пор лежат как молчаливый подводный флот-призрак. А на самом атолле в спешке закопали тысячи тел – японцев и корейцев. Около 4300. Как минимум одна большая братская могила так и не найдена до сих пор. Местным жителям официально запрещено копать глубже 15 сантиметров, якобы из-за неразорвавшихся снарядов. Сегодня в Японии об этом почти никто не вспоминает. Для большинства японцев Кваджалейн – просто название тропического рая, куда летают чартеры и продают мороженое Кваджалейн Сандэй. О 8 тысячах погибших и корейских рабочих, чьи семьи получили после войны пустые урны для храма Ясукуни, полная амнезия. Лишь редкие группы родственников приезжают под строгим американским контролем и молча кладут цветы. А внизу, под бирюзовой гладью лагуны и под тонким слоем коралла атолла, все еще спят свои призраки, и они не собираются уходить. Лагуна Кваджалейна остается заполненной обломками. Корабли не поднимают, это слишком дорого, слишком сложно, и тогда это не кажется проблемой. Проходят десятилетия. Сегодня под водой десятки судов, они лежат там, где их настиг удар. Некоторые на боку, некоторые почти вертикально. Когда ты погружаешься, ты не просто видишь металл, ты видишь последствия конкретной атаки. Вот пробоина, идеально круглая, след торпеды, вот разорванный шов корпуса. Взрыв изнутри. Вот палуба, обрушенная вниз. Это не разрушение временем, это следы боя. Морские археологи изучают эти объекты как архив. По повреждениям они восстанавливают события. Где пришелся удар, с какой стороны, с какой силой. Но есть то, что остается за пределами анализа – люди. Многие корабли ушли на дно с экипажами, не все тела были найдены. Не все отсеки обследованы даже сегодня. Дайверы иногда находят личные вещи, посуда, инструменты, обрывки формы.
И это меняет восприятие. Ты понимаешь, что находишься не просто в обломках, а в месте, где все закончилось мгновенно. Но есть еще один слой – экологический. Внутри многих судов остается топливо. Десятки, иногда сотни тонн. Оно было запечатано. Но металл разрушается. Исследования последних лет показывают, утечки уже происходят. Малые, но регулярные. На поверхности появляется радужная пленка. Коротко, нестабильно. Но это сигнал. Ученые называют такие объекты замедленными бомбами. Если один крупный резервуар разрушится, последствия будут серьезными. Рифы погибнут, экосистема изменится, и тогда бой 1944 года нанесет удар спустя почти век. Кваджалейн не выглядит как поле боя. Он выглядит как рай. Это граница. Между прошлым и настоящим. Между красотой и разрушением. Между тем, что мы видим, и тем, что предпочитаем не замечать. Война здесь закончилась, но ее следы нет, они лежат на дне, ржавеют, медленно распадаются. Под этой картинкой рая одна из самых разрушительных операций войны в Тихом океане. И, возможно, именно это делает его особенным, потому что здесь война не закончилась. Она просто ушла глубже и осталась там, ждать. Кваджалейн продолжает хранить свои тайны. Под бирюзовой гладью лагуны за стеной радаров и колючей проволокой призрак Маршалловых островов все еще ждет. Он не исчез, он просто затаился. Каждый новый сигнал на экране радара, каждый ночной шорох в старых японских бункерах, каждый рассказ выжившего – это напоминание. Правда, здесь всегда была опаснее, чем кажется. Если эта история заставила вас почувствовать холодок по спине, если вы хотите узнать, что еще скрывает Тихий океан, если вас больше не устраивает официальная версия событий, подписывайтесь на канал. Здесь мы продолжаем расследование. Здесь мы снимаем покровы с тех мест, куда не пускают камеры. Здесь мы ищем ответы, которых боятся даже те, кто держит руку на кнопке. Следующая глава уже в работе. И она может оказаться еще ближе, чем вы думаете. Не пропустите. Призрак наблюдает. Спасибо, что были с нами до самого конца.